Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Я опять в знакомом всем кабинете, это не старые съемки, кабинет всем знаком, я когда-то в нем работала, вот сейчас опять работаю в нем. Сегодня у меня в гостях Софья, мы будем сегодня делать массаж по маслу мечты. Что такое масло мечты? Недавно я себе его приготовила дома. Просто мне пришло в голову такой сюжет, как приготовить масло с тем ароматом, который мне нравится. У меня есть парфюм, который мне нравится. Вот, и я его приготовила. Okay, hi friends, channel of Aesthetic Beauty and Psychological Health is with you, and today we are in the old cabinet, but the video shoot is new, and Olga had an idea to shoot a video about the oil of your dream, how to make an oil that will smell like your favorite perfume. Вот у меня есть такая емкость пустая из-под масла. So we have the hollow bottle from the oil. У меня есть масло, которое я закупаю на iHerb. Вы можете выбрать любое другое масло. Есть также бодхи, но его будет удобнее наливать. Ну, может быть, да, кокосовое нальем. Лучше всего выбирать масло, которое без запаха, какое-нибудь рафинированное масло кокосовое, то есть без запаха, потому что нерафинированное масло с запахом будет придавать некий аромат, может, который вам не подойдет. So we take an oil, coconut oil, which Olga orders on iHerb, but you can take any you wish. Just check it's refined because it has no smell, and if it is non-refined, it will add some smell to the oil. Пока ты, Софья, говоришь, я уже решила здесь приготовить такой вот. While I'm talking, да, масло. Тебе не страшно? Preparing, cooking, and I'm not afraid. Я не боюсь. Ты боишься? Я беру масло кокосовое, оно, конечно, не рафинированное, оно будет с запахом, но вот сегодня почему-то я с собой не захватила такое масло, хотела, но что-то мне помешало. This one is non-refined, so it will have some smell. Наливаю масло в бутылку. Pour the oil into the bottle. Главное, не до конца, чтобы можно было смешать его, потрясти. Not fully, just to have opportunity to shake it, to blend. Это не реклама Jo Malone, это просто мой любимый аромат, и я его сейчас добавлю туда. So it's not the advertisement of Jo Malone, but just Olga's favorite perfume. Такое масло у меня стоит в ванной. This oil I have in my bathroom. И я его наношу каждый раз после того, как принимаю душ на мокрое тело, на влажное. And I always put it on the body after the shower. И потом вытираюсь полотенцем. And then I swipe off with a towel. Это дает максимальное увлажнение для кожи. It gives maximal hydration to the skin. Масло после душа не рекомендуется наносить на сухую кожу. It's not recommended to pour the oil on the skin on the dry skin, so it should be hydrated. И такое масло можно использовать в массаже. Вы можете добавить свой любимый парфюм. And such an oil you can use in massage. You can add your favorite perfume. Now it smells like honey. Пахнет прям как медовое какое-то. Такой запах. Ну, приятный, да. Это груша и фрезия. Цветок. So it's the pear and freesia.
И вы также можете для своих клиентов также готовить любимые ароматы клиентов. Просто клиент должен принести любимый парфюм. Также вы в маленьком флаконе мешаете несколько кликов парфюма, масла без запаха, например, кокосовое, рафинированное, и клиент получает больше удовольствия. Like that, you can prepare any oil for your client with a desired perfume. Just ask the client to bring his or her perfume and make the one that he likes. Все, начинаем, сделаю массаж, начинаем массаж. So start massage. Кажется, что я очень, на самом деле, нежно делаю массаж, и особенно, кто приходит на очное обучение и ложится под мои руки, они чувствуют, что вот достаточно сильно я делаю, хотя никакого напряжения в лице, пота и там, сильного какой-то отдышки в массаже нету. Ну, то есть не видно, что мне тяжело, но массаж получается сильный. I can feel that Olga is it seems to make it softly and not straining herself, not sweating, but massage itself, it's really hard, and I feel it. I feel the strength of this massage. В общем, hard массаж. Hard, yes. Или релакс, light, medium, как там? Soft. Soft, strong, medium массаж. This one is really strong. А ты любишь какой? I like the strong one. Я сильный. And that's why I choose Olga, because she's doing it passionately. Ну, прям с отдачей ты делаешь. То есть делают так сильно, что можно и отдачу от клиентов получить, да? It's a play of words in Russian, but I told that she makes it so strongly that can take the power back from the client. Сдача и отдача. Я думаю, когда тело тренировано, ему больше хочется вот, типа, силы, да? As I perceived it, when the body is trained, it wants more strength. So strong massage is the best. Животик.
Сейчас на самом деле, ну да, даже не сейчас, а уже давным-давно такая тенденция прослеживается в косметике, что покупаешь базовый крем и отдельно есть какие-то концентраты или ингредиенты, которые добавляешь в крем по мере необходимости. То есть если нужно кожу увлажнить, то тогда добавляешь там какой-то один ингредиент. Если больше нужно, там, не знаю, как он, можно ботулопептид добавить или там напитать кожу больше, или оказать какой-то отбеливающий эффект. Вот то же самое, в принципе, можно создавать самим с маслом. Брать базовое масло, ну и опять возвращаюсь к тому, с чему мы начинали, и уже парфюм. Понятно, или эфирные масла, но с эфирными маслами тяжелее, потому что не все знают, какой аромат нужен, а у клиентов уже они знают, какой нравится им парфюм. So there is a tendency in cosmetics to create basic creams and then add some ingredients to the basis to make it use your purpose, to make it serve your purpose, like to hydrate more or to add whitening skin effect. And we turn back to what we started from, the creation of the oil that will suit you and suit your smell preferences, because sometimes you cannot know what fragrance to choose, and the client knows better which one he or she likes. И, конечно, приятнее на своем теле ощущать какой свой знакомый вкусный аромат, который тебе нравится, весь день ощущать после массажа, чем аромат неизвестного масла. И не факт, что он понравится клиенту. And it's more pleasant to feel the fragrance that you like, that you prefer, a favorite one, rather than the one that is unknown and you are not sure it will be pleasant for a client or not. Ну и мне кажется, что создание таких масел с ароматом, который нравится клиенту, то это еще один шаг на пути создания хорошей клиентской базы, доверия клиентов и, ну, такой как бы бонус, плюс мастеру. So I think it's another step to creating more wide client base and building trust with your clients to create more with a fragrance client's choice. Итак, друзья, мы с вами прощаемся с Софией, говорим пока. Создавайте свои любимые ароматы, нарабатывайте большую, хорошую, вкусную клиентскую базу, которая будет от вас в восторге. И вот эти вот маленькие фишки, которые вы будете включать в свою работу, они имеют огромное значение. So we say goodbye, and Olga encourages you to make fragrances that will be suitable for your clients and create tasty fragrances and tasty client base. Друзья, я с вами прощаюсь. Переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой, и там на этом сайте вы можете узнать все про видеоуроки, про онлайн обучение. При приобретении видеоуроков вы также можете купить дополнительно сертификат, приобрести его по желанию, конечно. So please attend Olga Buganova's massage courses and website, where you can also buy her full training course or certificate as you wish. Пока! Bye! И специально для клиентов мини-вода
тоже очень приятный такой бонус. Ну и для мастера макси вода, потому что мастер работает целый день долго, а для клиентов мини. Especially for clients, mini water, it's really very pleasant to hold this bottle and be offered some water, and maxi water for the master because she works the whole day.